Привет! Под роликом про Llama Swap появилось пару комментариев про то, что и Llama CPP это все умеет. Да, действительно, у Llama CPP есть экспериментальный режим роутера, который позволяет запускать модели и заменять их на лету, но Llama Swap только этим не ограничивается. Там есть и другие функции, которые даже не связаны с Llama CPP, а, например, работают для Stable Diffusion CPP, Whisper CPP, предоставляют графический интерфейс для этого, логи можно там посмотреть, ну и так далее, и так далее. В общем, мне Llama Swap больше подходит, но пораскинул мозгами, думаю, а почему бы не показать вам, как запускать этот роутер, взять, например, конфигурацию Llama CPP роутера, взять конфигурацию Llama Swap сопоставимую, поглядеть на них, сравнить, запустить в конце концов, поглядеть на графический интерфейс, где это все найти, где там переключать модели и так далее. Может быть, кому-нибудь будет полезно. Поехали! Начнем с документации. Документацию можно найти в репозитории Llama CPP в папочке docs. Здесь есть файлик preset.md, который вполне исчерпывающе описывает, как нужно написать конфигурацию в виде ini для того, чтобы роутер потом мог понять, какие параметры передавать для какой модели. Кажется, что это небольшая документация, но этого достаточно вполне. Тут предлагают пройти в PR, чтобы почитать, как исторически видели эту фичу, изначально как предполагали, что будет выглядеть этот файлик, какие обсуждения были для того, чтобы имплементировать это и так далее. Но нам сейчас это не очень интересно, поэтому переходим дальше. Дальше предлагают еще почитать серверную документацию, то есть документацию Llama сервер с набором параметров, которые можно передавать. Нужно это потому, что этот самый ini-файлик, вот эти вот ключи слева, это и есть те самые параметры для Llama сервер. Вот так. Давайте перейдем к демонстрации этого всего. Это демо-папочка, все как обычно. Почистил, привел к нужному виду. Config ini — это тот самый новый ini для роутера в Llama CPP. Config YAML — это конфигурационный файл для Llama Swap. Это папочка с самой последней версией Llama CPP. На данный момент это 10.058. Самая последняя версия Llama Swap. Там какая-то 240-я уже и даже больше. Store SQLite — это файлик с метриками, которые сохранил Llama Swap, который указан здесь в конфигурации. И в OneSlot лежат наши модельки. Сразу открыл в NVIM два файлика. Слева config ini, справа config YAML. То есть слева конфигурация для Llama CPP роутера, справа конфигурация для Llama Swap. Смотрим. Первое, что бросается в глаза, это, конечно, то, что у Llama Swap есть макросы. Макросы в самом базовом случае используются для того, чтобы передать вот эту самую настройку, самую-самую простую для Llama сервер и сам путь к Llama сервер указать. И его каждый раз потом не писать в KMD для нужных моделей, не дублировать эту информацию. Ну, в данном случае Llama сервер, host порт. И вот я тут передаю NGPU layers. Это NGL, тот же самый параметр, который можно часто увидеть, устанавливается для того, чтобы гарантировать, что полностью все слои модели будут загружены на GPU. Очень полезная штука, очень рекомендую ее использовать. Если вы ее не используете, то может произойти ситуация, когда, например, один слой не загрузился из-за того, что выделен был контекст большего чуть объема, чем обычно, если вы не указывали его, и один слой, например, не загрузился. У меня был такой случай с Qwen 3627B, и скорость токен-генерации упала с 35 токенов в секунду до 27 токенов в секунду. Я ломал голову, что ж не так, но вот пока не поставил этот параметр, это продолжалось. То же самое видим слева. Вместо макросов у нас здесь есть звездочка. Я не помню, как эта штучка в квадратных скобках не называется, по-моему, секция называется или что-то такое. Вот звездочка — это значит глобально применить ко всем моделям. То есть NGPU Layers, который здесь есть, будет применен для всех моделей. И для Gemma, и для Qwen, и для Granite, и для Olma. Ну, то есть все будет работать. Здесь еще видим Sleep Idle Seconds слева для Llama CPP. Для Llama Swap видим Global TTL. Видим, что с одной стороны 300, с другой стороны 1800. Почему разные цифры? Потому что это разные параметры. Sleep Idle Seconds говорит о том, что после 300 секунд, то бишь 5 минут, модель будет выгружена из видеопамяти, а сервер, который обслуживал эту модель, просто будет в режиме ожидания находиться. Он не будет выключен, погашен, он будет также работать дальше, просто будет освобождена видеопамять.
GlobalTTL, с другой стороны, говорит о том, что тот Llama-сервер, который обслуживал модель, будет полностью выключен, погашен. Будет и выгружена модель из видеопамяти, и выключен процесс Llama-сервер, который обслуживал нашу модельку. Это совсем разные подходы. Это тоже принципиальная вещь, почему нужно понимать, может быть, вам выгоднее именно совсем выключить процесс. Я, например, люблю выключать процесс, потому что я могу к этому событию включения-выключения процесса привязать какие-то дополнительные настройки. Например, при включении процесса Llama сервер у меня переключается режим работы видеокарты. Она включаются более высокие частоты, чем в режиме простое. Когда я, например, смотрю котиков условных, мне не нужно, чтобы у меня были на максимум частоты выкручены. А когда у меня крутится моделька, я хочу, чтобы частоты были на максимумах работали. И поэтому мне удобнее использовать, например, Llama Swap. Переходим к моделям. Здесь уже описание моделей идут. Справа мы видим, что еще есть Store, но это не особо важная вещь. Это для того, чтобы просто сохранять метрики в постоянной какой-то памяти, и потом можно было сравнивать, какие модели как работали быстро и так далее, и так далее. Опять же, это только в Llama Swap есть, в Llama CPP такого нет. Максимум, что вы можете сделать, это открыть endpoint с метриками, но сами метрики нигде сохраняться не будут. Вам нужно будет использовать какую-то внешнюю утилиту типа Prometheus, систему какую-нибудь, которая будет приходить, забирать данные с этого endpoint, эти метрики, и к себе уже в отдельную базу сохранять. Поэтому Llama CPP, опять же, в Llama Swap, опять же, удобнее это, потому что я могу это еще и посмотреть потом с точки зрения графического интерфейса здесь, без того, чтобы настраивать еще каких-то инструментов. Модельки. Отвлекся немножко. Модельки приблизительно сопоставимы. Вот мы видим Onslaught, Gemma 4, Onslaught Gemma 4, алиасы, и дальше команда, которая превращается вот в эти параметры. Модель. То же самое модель, просто впереди двух минусов не пишем. MMProj, то же самое, просто опускаем эти минусы в начале. Context size, комментарий можно писать и там, и там. Главное, учитывайте, что комментарии нужно писать на отдельной строчке, что в случае с ini, что в случае с YAML. Температура, топ-K, топ-P, reasoning budget. Температура, топ-K, топ-P, reasoning budget. Ну, то есть один в один, просто все аргументы для запуска мы можем записать в этот ini файл. К слову, reasoning budget, я здесь пишу, я так специально сделал, чтобы Gemma у меня в режиме instruct поработала на 31B. Можно по-другому выключать размышления, но почему-то у меня в последнее время только так нормально она выключается. Все другие подходы типа enable thinking false почему-то у меня не сработали. Не знаю, может быть, вы знаете, как это поправить, и, может быть, как-то по-другому лучше выключать размышления у модели, но вот только так почему-то у меня с Gemma сработало. Следующая модель Qwen. То же самое Qwen, алиас. Можно использовать параметры, которые сокращенного вида. Здесь M вместо model. То же самое M. MM для MMProj. C вместо context size. C. Даже не надо думать о том, что один минус ставить или два минуса ставить для параметров. Даже может быть удобней. Temp вместо temperature. То же самое поддерживается. Top-P, top-K, min-P. Все есть. Reasoning preserve. Но здесь нужно обратить внимание на булевые, потому что параметр reasoning preserve – это булевый. Как видно, если бы мы просто через терминал запускали Llama сервер, мы бы передали бы флажок reasoning preserve. В случае с ini нам обязательно нужно для ключа передать значение. И поэтому можно использовать, в принципе, любые параметры on, off, true, false и так далее. Мне нравится формат on-off, поэтому я использую вот on здесь. Это эквивалентно вот такому вот вызову пустому для булевого именно. Granite то же самое. Алиас, команда, вся абсолютно транслируется. Единственное, что здесь еще можно отметить, это вот CTK и CTV. Это параметры для квантизации kiwi кэша. Для key кэша я использую Q8.0, для value кэша Q5.1. Не могу сказать, что это объективно хорошая или плохая квантизация и так далее. У меня недостаточно просто для этого данных. Но на заборах в интернетах
люди, которые там проводят тесты, говорят то, что, в принципе, неплохой вариант. Я им доверяю в этом плане. Это вообще надо хорошенько покопать в эту сторону отдельно, чтобы понять, так ли это или не так. В целом меня устраивает. И то, что я вижу по отношению к тому, что без такой квантизации работать на F16, выглядит неплохо. А получаешь в 2 раза даже чуть больше контекста рабочего. Что классно. Темп, топ-K, топ-P, то же самое. И вот даже Olma. Алиас, модель, контекст size, CTK, CTV, то же самое. Все как есть. Единственное, тут, кстати говоря, надо отметить то, что у Olma, оказывается, весь контекст всего 64К составляет. Я думал, что там больше контекста, поэтому в предыдущем видео про open weight versus open source модели я сказал то, что проблема овертинкинга модели Olma, наверное, теоретически можно решить тем, что увеличить контекст, просто больше сделать. Но, как оказывается, на практике его и не увеличишь. У меня вот с квантизацией можно полный контекст сделать, и все равно проблема остается. Я пытался вырубить поэтому модель размышлений у Olma, посмотреть, как она работает в режиме Instruct, но она не отключается, она все равно думает. Тоже, может быть, кто знает, почему такая история. Может быть, это только связано с квантизациями и гуфами от Onslaught. Пишите, если знаете, буду очень рад решить эту проблему с размышлениями у этой модели. Ну, в целом все. Мы посмотрели на эту конфигурацию. Единственное, еще скажу, что есть тонкость такая, что в preset.md, в документации, здесь начинается все сразу с звездочки, с секции, с такой, которая будет потом применяться ко всем моделям, которые здесь есть. Если вы посмотрите на PR, первое сообщение здесь начинается с version. Вот этот version не пишите, это не нужно сейчас. Финальный вариант именно в документации, которая вот в этом MD-файле. Если вы напишете version, первая секция со звездочкой будет распознаваться как отдельная модель под названием default. И эта модель будет вызывать ошибки при запуске или просто тупить при запуске. В общем, UI вам весь будет ломать. Поэтому не пишите эту version, она просто там не нужна. Так, давайте перейдем к запуску. Давайте запустим Llama B10058, Llama сервер, Models Preset. Это для того, чтобы как раз подгрузить нужный файлик с конфигурацией INI. И Models Max – это для того, чтобы ограничить количество моделей, которые в один момент времени могут быть загружены. Потому что в Llama Swap по умолчанию работает так, что только одна модель в один момент времени может быть запущена. Если уже одна запущена, и вы хотите другую запустить, то, очевидно, одна будет погашена, вторая запущена. И никогда не будет больше одной модели в один момент времени по умолчанию. Если вы хотите по-другому это сделать, там можно группы использовать или матрицы, но это другая совсем тема. Для Llama CPP, для роутера по умолчанию можно запускать сколько хочешь моделей. Вот пока влезают они, столько можно и запускать их. Проблема здесь очевидная в том, что мне не нужно столько моделей, мне нужна одна модель только. Вот, поэтому я ставлю здесь параметр models max 1, чтобы в один момент времени была запущена только одна модель, и поведение тогда будет эквивалентно поведению Llama Swap. Вот. Запускаем. Видим 4 пресета загрузилось. Наши модельки с нашими алиасами. Все загрузилось. Тут очередная какая-то security сообщения очередные какие-то появились по поводу того, что корсы надо настраивать теперь. Что-то новенькое. Так, ну и можем открыть UI. Давайте обновим, поглядим. Hello there. Так, 125% будет хорошо. Вот они, наши модельки. То есть здесь вот просто в правом нижнем углу мы видим наши модели. Можем запустить, например, Olma. Заодно посмотрите на то, как он начинает думать, и у него почему-то там ломается темплейт еще при размышлениях почему-то. Что это такое, я не знаю. Если знаете, то подскажите. А то ощущение, что я что-то упускаю, и вот либо сломанный сам гуфник этот, либо что-то я упускаю. Вот такой вот без начала think заканчивается на think. Ну вот, работает, собственно, да, посмотрели. Можем посмотреть дополнительную информацию вот здесь по моделям. Вот Onslaught, FilePath. Все как обычно, ничего сверхъестественного. Теперь давайте запустим Qwen. Видимо, он запускается.
Предыдущая модель Олма уже выгрузилась. Вот загружена модель только одна осталась. Наш Квен. Можем начать новый диалог. Ему тоже написать привет. Тут уже ризонька работает нормально, очевидно, как обычно. Думает, работает. Все, работает прекрасно. Ну, давайте ради интереса и на него посмотрим. То же самое. Все есть. Название модели как корректно, как мы указали вот в наших секциях. Вот тут. Все прекрасно. Собственно, алиасы вы здесь тоже можете видеть. Там вот Qwen 3.6, вот это алиас, я не знаю, почему они так разбиваются в такие, как это правильно называется, забыл. Теги, не знаю, теги назову их, в такие теги, лейблы разбивается. Давайте вот джему запустим. Просто проверим, что конфигурация работает, она действительно делает свап нормальный. Тоже работает, можно тоже пойти. Тоже сделать хай. Ну, я думаю, вы поняли, да? Чтобы полностью все привести в порядок все, проверить все свои модели большие, которые у меня есть. Можем даже проверить гранит, который даже долго думать-то и не будет. Но все работает прекрасно. Ну, гранит по умолчанию инстракт, поэтому у него таких проблем нет. Ну и джема, как вы увидели, тоже там не сильно-то думала. Еще что можно сказать тут, что есть endpoint v1/models. По этому endpoint вы можете найти общую информацию по моделям. Здесь же вы можете, например, найти статус, загружена она, не загружена, и аргументы, которые будут использованы для того, чтобы эту модель загрузить. А кроме этих аргументов, вы можете найти тот самый свой пресет, который вы используете для того, чтобы запускать эту модель в ini. То есть вот эту информацию вы можете найти и вот v1/models. В целом это может быть полезно, потому что если вы решите пользоваться сначала Llama CPP сервером, а потом переехать в Llama Swap, то вы можете просто вот это скопировать, убрать кавычки двойные и переместить это все в KMD, что тоже может быть удобно, потому что не надо будет искать, как там, что выглядит, как правильно параметры называются и так далее, потому что здесь параметры уже все развернутые с двумя минусиками, дефисиками, минусиками буду говорить. Вот. Вот как-то так. Опять же, надо сказать то, что у Llama Swap все же больше возможностей. И если вот Llama Swap запустить для той же конфигурации и просто наглядно показать, что ты делаешь? Да, вот не обновилась страничка. Зачем ты сразу... У меня, похоже, открытая сессия была еще вот здесь. Он в Olma послал запрос. Он сразу подгрузил Olma. Здесь есть больше всего. Можно генерировать изображения, можно работать с голосом, можно делать транскрипшены, можно смотреть логи, что очень удобно. Особенно вот логи, которые сейчас и здесь мы можем получить. Ну, даже для примера, вот мы можем этот Olm открыть, да, сказать ему «Привет». Вот мы можем видеть, какие сейчас забросы летят. То есть UI, очень удобный UI. Мне вот прям нравится. Я кайфую от Llama Swap. Особенно то, что можно вот так сделать. Посмотреть капчер, весь вот этот. Скопировать его, разобрать то, что мне нужно потом. Мне удобно. Вот. Ну и перформанс, кстати говоря. Я могу с другого компьютера, который нет, это вообще другой, зайти и посмотреть, как там по метрикам, которые меня интересуют. Тоже классно. Ну, в общем, ладно, это я уже ухожу в сторону. На этом, наверное, давайте заканчивать. Еще раз спасибо вам огромное за внимание. Если у вас есть что добавить, с удовольствием пообщаюсь с вами в комментариях. Заглядывайте на огонек. И обязательно, если я что-то сказал неправильно, обязательно пишите. И очень хочется чему-то научиться полезному, и чтобы что-нибудь интересное рассказали. Ну, а на этом все. Еще раз. Хорошего вам дня. И еще увидимся. Пока.